Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, что ждать на вечерней сессии и куда направляются тайные течения. Так, друзья, давайте начнем с Китая. Центробанк Китая видит, что сейчас достаточно позитивная ситуация в китайской экономике. Да, в первом квартале был очень стремительный рост. Сейчас рост немножко приутих. Но, по мнению Банка Китая, все равно рост и устойчивое восстановление будет продолжаться. Так, друзья, но переходя к китайскому графику, китайский фондовый рынок CSI 300, мы видим, что здесь на рынке-то движение, оно немножко не коррелирует с позитивным видением Банка Китая. Ушли немножко ниже 5200, дневной таймфрейм сегодня. Пока здесь растущий тренд не сломался. Ну и тем более то, что конец месяца, здесь вполне в конце месяца очень часто возникают коррекционные откаты. Это естественно, потому что фиксирует прибыль. Но если в начале июля мы будем оставаться ниже 5200, то возможно Банк Китая слишком оптимистично смотрит на текущее положение дел. И на самом деле не все так хорошо, как они себе представляют. Ну а пока мы с вами видим вот это вот движение, оно в общем-то тоже свою лепту в негативную ситуацию на мировых фондовых площадках вносит. И поэтому сегодня вот так вот все протекает. Так, друзья, далее морской фраг, дневной таймфрейм. Как видите, здесь вообще без поблажек идет рост, и инфляция издержек, она начинает душить уже все подряд. То есть если движение ниже 2000, 1500-2000 это было увеличение спроса и то, что морские перевозки раскочегариваются, то, что выше 2000, это уже все, это просто удушение мирового экономического роста. Но при текущей структуре экономики и уровне цен. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ идет рост, он перехватил первенство. Здесь связано с тем, что в наибольшей степени хай-тек, он завязан на сочетании, с одной стороны, продолжения рефляционной политики, с другой стороны, то, что сохраняется значительный риск того, что пандемия, не в Соединенных Штатах, а в других странах, она поддерживается и, возможно, в ближайшее время будет нарастать. Хай-тек — это своего рода волшебная палочка от пандемии, это удаленка и все такое. Так, но сегодня очень много обсуждений по поводу Facebook, что он преодолел капитализацию триллион на фоне решения ряда вопросов, связанных с вопросами, которые были со стороны американской власти к Фейсбуку. Но здесь момент достаточно спорный. На текущий момент, с моей точки зрения, просто идет разгрузка позиций, которые ранее набрали. Но смотрите, если здесь анализировать динамику движения цены по Фейсбуку, сейчас его в принципе могут подзагнать еще дальше, и может быть даже произойдет движение на 390. Я бы такую ставку не делал по той простой причине, что, во-первых, с моей точки зрения, это не самая удачная инвестиция, если его рассматривать как инвестицию, потому что, во всяком случае, по моему убеждению, те решения технологические, которые Facebook предлагают, они несколько неудобны, несколько корявы. И кроме того, у них есть, с моей точки зрения, достаточно вообще неразумный ход с мессенджером WhatsApp. То есть вместо того, чтобы его интегрировать в саму платформу, они зачем-то оставили мессенджер, который у них до этого был, фейсбучный. Вот. Но опять же, это мое субъективное мнение, это не очень удачное решение, оно создает массу неудобств, массу противоречий, и вообще на текущий момент, по моему убеждению, концепция этой компании, она достаточно спорная, неправильная, и в ближайшее время его, я так подозреваю, будут отовсюду отжимать. Так, здесь вот, что касается техники, а не инвестиций, то с моей точки зрения, уровень 345, если он не будет пробит, то вполне возможно его погонят и дальше, на 390 и так далее. Но на эту бумагу я бы все-таки ставку не делал, потому что она достаточно тяжелая, с одной стороны. С другой стороны, с моей точки зрения, у нее потенциал роста, он все-таки не очень высок. Поэтому триллион — это, конечно, хорошо, можно за Цукерберга
порадоваться, но как-то мне, по моему убеждению, эта бумага, она в ряде аспектов не очень идейна и не очень интересна. Но с другой стороны, конечно, если вот здесь 345 будет удержано, не возникнет пробития, его могут затащить даже на 390. Так, друзья, дали индекс доллара, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь сейчас идет отбой от уровня 91,5. Его, к сожалению, не пробили. Это, конечно, несколько огорчает. Вот, но здесь, тем не менее, ситуация сейчас будет развиваться с тестированием уровня 92,4, 92,5. Вот здесь есть еще шанс, что устоит этот диапазон и будет отбитие и повторное тестирование 91,5. Если таким образом ситуация сложится, то вероятность пробития вот этого значения 91,5 она будет уже значительно выше по ряду причин. Но есть и другой момент. Если рассматривать восстановление экономики постковидное, конечно, Соединенные Штаты, у них все это протекает более энергично и более бурно. И тем более поголовная вакцинация, она делает достаточно низкой вероятности повторного возникновения эпидемии в ближайшее время. Причем есть, ну по крайней мере на текущий момент, подтвержденные данные, что вакцины Pfizer и Moderna, они успешно противостоят так называемому дельта-штамму вируса, ковида, индийского вируса. И поэтому Америка, она получается в достаточно выгодной ситуации, находится по сравнению с Европой. Ну и плюс изоляция. Америка это же по сути как Великобритания, считай, практически остров. Потому что, ну что там, граница с Мексикой и Канадой и вокруг океан. Очень легко изолировать поток людей. Так, друзья, далее VIX, тоже дневной таймфрейм. Смотрите, вот здесь по VIX потестили 14 второй раз. До этого ранее уже попытка сходить на 14, на 13,5 она была, но она привела к тому, что отсюда стремительно вылетели. Соответственно, сегодня вот это двойное донышко, которое возникло, оно указывает на то, что высока вероятность того, что мы завтра или на этой неделе отсюда увидим движение, цель которого будет 19,5, 20, вот сюда, вот в этот диапазон. Соответственно, если VIX таким образом сейчас раскачивается, то на рынках продолжается коррекционный откат, который был затеял ФРС, но потом все внезапно потеряли страх. Так, далее S&P, тоже дневной таймфрейм. Здесь ни дня без роста, идет новый рекорд, каждый день новые высоты. Но надо четко понимать, что по сути это просто накачка деньгами. То есть это утилизация денежных средств. Денежные средства вырабатываются для стимулирования экономики. Дальше, когда они свою функцию выполняют, их, грубо говоря, надо куда-то деть. Вот их складывают на фондовый рынок, на фьючерсный, на деривативный рынок. Вот. И когда это идет все в сырье, то это не очень хорошо, потому что сырье начинает раздуваться тоже за компанию с рынком. И, соответственно, увеличение цен на сырье снижает эффективность и производительность экономики. Как правило, везде, ну, в большинстве стран это точно. Так, друзья, далее крипта, биткоин. Здесь позитивная тенденция наметилась. Перешел он в другой энергетический уровень. Это 33,5, 39,5. Соответственно, теперь ждем движения с целью потестить 39,5. Так, далее золото. По золоту не удержались, 1761 все-таки пробито. Если происходит закрепление ниже этого значения, то дальнейшее движение вниз с первой целью на 1726, оно весьма вероятно разовьется. Но с моей точки зрения, вот этот часовой таймфрейм, сейчас будет отсюда попытка возврата, цель движения 1772-1773. Вот сюда, вот к этим значениям. Никого ни к чему не призываю. Это мое решение, мой выбор. Вот, соответственно, повторный откат и пробой 1747-1745. Уходит он в штопор и летит на 1726. Пока как бы мне видится, что сейчас будет здесь отскок. Вот, это мое субъективное мнение. И, соответственно, с учетом того, что идет
подобная форма движения. Я могу ошибаться. То есть здесь вероятность того, что будет движение вверх, вот сейчас по этой траектории, она больше, чем будет вероятность вниз. Но тем не менее у меня нету абсолютной убежденности сейчас по этому вопросу, потому что здесь есть определенная задержка. То есть должна быть структура сделок соответствующая для того, чтобы с высокой степенью вероятности утверждать, что сейчас 100% произойдет отскок. То есть сейчас, видимо, из-за высокой волатильности не поспевает кукол-шарманку крутить. И поэтому вот так вот получается все достаточно быстро и достаточно по-сырому. Так, друзья, далее нефть. Масса народу перепугалась, что делать. Все как бы пропало, сыпемся. Дневной таймфрейм, нефть, бренд. Мы находимся в исходящем канале. Да, там встреча министров ОПЕК, решение по сокращению, не сокращению добычи. На самом деле, несмотря вот на эту бяку, никакого перелома пока нету в растущем тренде. 74 потестили, сразу выскочили. Вот. И здесь, с моей точки зрения, пока 72 не пробито, все эти откаты, они будут выкупаться и будут гнать ее наверх. Но смотрите, деньги печатают, им надо куда-то деваться. Но это грубо утрировано. Это не значит, что там прям мешки завозят и в скважины их бросают с деньгами. Нет, конечно. Но тем не менее, то есть здесь действия, спекулятивные действия, они имеют очень четкую логику. Спекулянт идет туда, там, где есть дисбаланс. В нефти сейчас есть дисбаланс, и в газе есть дисбаланс. Спрос больше предложения. Соответственно, это толкает цены наверх. Цены наверх непрерывно идти не могут. Нужны все время периодические остановки и коррекционные откаты. Вот. Что мы сейчас здесь и наблюдаем. Ну и плюс еще конец месяца. Надо управляющим немножко разгрузить позиции, купить яхты, сигары и дальше гнать рынок наверх. В том же духе, но уже в начале месяца. Так, друзья, давайте посмотрим природный газ. Дневной таймфрейм. Здесь просто какой-то ад кромешный происходит. Даже если разные тикеры смотреть, и фьючерс, и SFD, здесь, короче, его просто в космос запускают. Но Газпром сегодня немножко притушили. Новотек тоже, это дневной график Новотека. Вот, соответственно, здесь, я думаю, ну, если не сегодня, то завтра, послезавтра Газпром будет отыгрывать движение в газе. Новотек, с моей точки зрения, не очень подходит, потому что Новотек, несмотря на всю его интересность и перспективность, он очень сильно его по мультипликаторам загнали наверх, очень сильно. Вот такую бумагу я вот, исходя из ее финансовых показателей, на долгий срок бы рассматривать не стал. А у Газпрома там цель над целью вверху. Рано или поздно его все равно выкинут на 356. Ну и по Газпрому здесь ситуация достаточно прозрачная. Есть сильная поддержка, это 270-272. Если ее не пробиваем, здесь ее пробить не смогли, были ложные пробои, которые откупались, то, соответственно, здесь все шансы для движения наверх. Опять же, обращаю внимание, рынок это не значит, что точно пошли наверх, все, пошли наверх. Нет. Здесь могут быть различные вариации. Если будет пробой 270 и этот пробой закрепится, то весьма вероятно отсюда будет следующая точка движения в район 255, вот куда-то вот сюда вот. А еще такой очень интересный момент, если вот рассматривать структуру того, что в Газпроме происходит, здесь может сложиться впечатление, что идет очень мощная раздача. То есть, ну как бы кто-то его активно продает. В том числе это видно и по вот этим свечкам дневным, которые красные, которые указывают на то, что идет типа снижение. На самом деле это не совсем правильно, потому что по Газпрому настолько мощный набор позиций был, что вот то, что здесь происходит, даже если это рассматривать как какую-то раздачу и разгрузку, она, я думаю, даже на какую-то часть, там пятую, четвертую, третью, не дотягивает до того набора, который по Газпрому ранее произошел. Но сами посудите, компания, она как бы является воплощением, можно сказать, сырьевого сектора России.
Да, у нее беда с эффективностью и с капексом, очень там все непросто. Но, тем не менее, эта компания, она до сих пор не отработала ХАИ 2008 года. Уже все отработали, ну, кроме ВТБ, Русгидро и Газпром. Ну и кроме таких вот крупных мастистых компаний, это, пожалуй, все. То есть эти вот три акции, три компании, это прецеденты на движение значительное наверх. Вот, поэтому, несмотря на сегодняшнюю ситуацию по Газпроме, здесь достаточно позитивный настрой по Газпрому сохраняется. Так, друзья, ну далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Здесь у нас как бы движение в рамках вот этой консолидации расширенной 72.12, 72.8. По сути, вот эту траекторию движения, которая намечалась, ее выполнили. Здесь есть ряд моментов. На текущий момент, скажем так, с учетом того, что происходит в нефти, если нефть продолжает движение наверх, то мы увидим отсюда отбой, и, соответственно, движение будет в район 72.3, 72.12, вот сюда, в этот диапазон. Если все-таки нефть сейчас не показывает уверенный рост и движение на 76.2, то мы здесь весьма вероятно пробьем вот это значение и закрепимся вот в этом диапазоне. Какие есть на это основания? Основания на это очень простые. Окончание налогового периода раз, конец квартала и полугодия 2. Соответственно, здесь есть все карты на сдаче для того, чтобы затолкать его, возможно, даже куда-то сюда на 73,3, возможно, даже повыше. Да, потом при благоприятной нефти, то есть при движении нефти 76 и выше, в начале июля мы увидим отсюда отбой и возврат на 72,8, возможно, даже пониже. Но на текущий момент высока вероятность того, что даже если нефть сейчас пойдет на 76, его могут все равно немножко вытащить вот сюда, вот на 73.15. Так, ну и переходя на часовик, вот у нас вот это все волшебное движение, оно себя реализовало. Здесь начал формироваться отбой от уровня с целью движения в этом отбое в район 72,3. Но, как вы видите, сами отбоя здесь пока не получилось. И, соответственно, если еще несколько часов торговля продолжится выше 72,6, то весьма вероятно, сегодня вечером или завтра с утра мы увидим движение наверх, и цель движения будет сходить, ну, сначала 73, а потом, возможно, 73,3. Здесь ситуация такова, что в рубль-доллар сейчас есть все основания для продолжения движения, и только значительный рост в нефти, он может вот это движение, укрепление доллара против рубля аннулировать и, соответственно, вернуть рубль-доллар в район 72,3. Так, друзья, далее евро-доллар. Вот здесь, конечно, трешак сегодня произошел. И, по сути, вот этот пробой, он должен вести к тому, что будет тестирование 1,1790. Это 4-часовой таймфрейм. Но вот прямо в течение последнего часа здесь раскладка поменялась, и начали евро активно выкупать против доллара. Поэтому на что здесь хотел обратить внимание? По ходу вот этого снижения с целью на 1,1790 здесь сформировался новый уровень локальный 1,1875. Если сейчас его повторного пробития не произойдет, то мы отсюда отбиваемся и идем повторно тестировать и пытаться закрепиться на 1,1958. Если 18,75 сейчас в ближайший час, два, три пойдет, то отсюда весьма вероятно будет движение сегодня-завтра на 1,1790 вот сюда, к этому значению. Ну, как бы индекс доллара, движение в индексе доллара указывает на то, что здесь наиболее вероятен такой сценарий, ну, как минимум на 18,45, а потом сюда. Здесь просто может быть движение на 18,45, короткий задерг, откуп и возврат на 18,45. Но здесь есть некая раскорреляция. То, что происходит в индексе доллара и сделки за последний час в евро-долларе, они указывают на то, что все-таки евро, скорее всего, сейчас отобьется и сходит вот сюда вот на 19,48.
Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, Рио, сентябрьский фьючерс, дневной таймфрейм. Но здесь у нас созрело движение, цель этого движения, поскольку 164 тысячи пробили, здесь у нас цель движения в район 160 тысяч. 160 тысяч, и здесь, соответственно, он должен искать либо точку для отбоя, либо дальнейшее движение, цель которого 155 тысяч, ближайшее. Но смотрите, текущая ситуация, то что нефть достаточно высоко держится, здесь при такой нефти наиболее вероятно здесь будет либо отбой сразу, либо консолидация на текущих значениях и повторное движение, цель которого 164. Так, часовик. Ну, по часовику здесь уже падеж идет, но он такой очень вяленький. Вот это повторное движение, оно несколько неубедительно. И поэтому на текущий момент, вот сейчас, если сегодня, завтра нет пробоя 160-500, то вот этот весь падеж его откупят и погонят назад на 164. Будет пробой, отсюда развивается цикл движения на 155 тысяч. Опять же, при такой нефти движение на 155 тысяч пока кажется из серии очевидное и невероятное. Так, друзья, ну давайте еще напоследок попугаемся, карту ковида посмотрим. Что тут у нас? Ну, как бы в рамках мирового масштаба идет фактически образование новой консолидации перед дальнейшим ростом. Сейчас на текущий момент негативно события развиваются преимущественно в России и Бразилии. Ну, в Великобритании там есть рост, но он пока не такой существенный. Вот, и поэтому здесь по большей части получается однокашники России, это Бразилия. Ну, в какой-то степени Соединенное Королевство, но я думаю, Соединенное Королевство, они сейчас как-то достаточно оперативно напрягутся и решат эту проблему с ростом заболеваемости. Так, ну еще такой момент. Вот то, что касается недвижимости, особенно недвижимости в Соединенных Штатах. На самом деле вопрос очень важный. Казалось бы, где Америка и где весь остальной мир. Дело в том, что американский рынок недвижимости это один огромный кусок финансового сектора. Он в себя включает и закладные, и всевозможные деривативы и так далее и тому подобное. Сейчас он показал мега рост, но проблема заключается в том, что хорошо, когда растут в цене акции. Когда так безудержно растет в цене сырье и недвижимость, то есть товары, которые потребляют, то, соответственно, это снижает возможность для населения, для граждан тратить на другие товары и услуги. И это приводит к тому, что экономический рост начинает тормозиться, коллапсировать и прекращаться. Вот. Поэтому я не разделяю оптимизм Банка Китая, который говорит, Национального банка Китая, что все, дескать, нормально. Дело в том, что в первом квартале мы действительно отскочили, потому что это был отскок после просадки. Но на самом деле, я думаю, здесь уже немножко другой процесс идет. Он связан с инфляцией издержек. И, соответственно, в третьем квартале и в конце года, текущего года, мы увидим развязку, как инфляция издержек, она будет подавлять экономический рост. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные идеи, основные мысли я до вас донес. Спасибо за внимание. Пишите вопросы под видео. Рад ответить, рад вам помочь. Всего наилучшего, удачных торгов.